Всем приветики! В этом видео я покажу, как я рисую человеческую кожу. В конце у нас получится вот такой шарик с текстурой кожи. Все используемые кисточки и цвета будут появляться на экране, а также добавлены под видео вместе с итоговым файлом. Для рисования подойдет любой графический редактор, поддерживающий кисти фотошопа и режимы наложения. Шаг 1. Выбираем цвет кожи. Все цвета кожи поддаются правилам освещения одинаково, но по-разному показывают текстуры. Например, на светлой коже более видны румянец, вены и родинки, а на темной – отражение, блики, текстура кожи и влажность. Выбираем оттенок кожи, который вы хотите показать, и заливаем им объект. В нашем случае это будущий шарик. Шаг 2. Тень. Создаем новый слой в режиме умножения. У меня все слои уже заранее созданы и применены к слою шарика как обтравочная маска для удобства. Alt плюс клик левой клавишей мыши между слоями. Светло-фиолетовым, почти серым цветом закрашиваем весь объект. Можно и чистым серым, если освещение будет искусственным. Например, лампа в помещении с нейтральным белым светом или софтбокс. Регулируем непрозрачность этого слоя. Я поставлю 70%, и таким образом мы поместили объект в тень. Он будет освещен только рассеянным светом окружения, неба и окружающие предметы. Шаг 3. Рассеянный свет. Чтобы показать объем, нам обязательно нужно добавить немного света даже в тени. Я выбрала сценарий освещения «Солнечный день на улице». Создаем новый слой в режиме «Линейный осветлитель» и обязательно выключаем галочку «Слой фигура прозрачности» в настройках слоя. Левой клавишей мыши двойной клик по слою. Запомните эту настройку, в этом режиме наложения наилучший результат получается именно с ней. Светло-голубым цветом рисуем отраженный свет от неба. Этот свет будет падать сверху в форме полусферы, то есть на те поверхности, которые повернуты к небесному куполу. А вот области, повернутые от неба, будут освещены хуже и не будут получать свет. Регулируем прозрачность этого слоя по вкусу. Я поставила 60%. На отдельном слое в режиме наложения умножения добавляем так называемый Ambient Occlusion. Это области, куда практически не попадает свет, например, углубления и места соприкосновения объектов и так далее. В нашем случае это место соприкосновения стола и шарика. Я заранее нарисовала occlusion на столе, а сейчас добавлю на шарике. Выбираю темно-фиолетовый цвет с минимальной насыщенностью, скорее даже темно-серый, и мягкой кисточкой рисую эту темную тень там, где расстояние между столом и шариком минимальное. Шаг 4. Отражение. Кроме небесного света, объекты освещаются отраженным светом от других объектов, поэтому даже при полностью отсутствующем солнце они очень хорошо освещены. Кожа всегда находится рядом с какими-то другими объектами и поверхностями. Если эти поверхности активны по цвету и достаточно отражающие, они будут передавать свет на кожу. Даже одна часть тела может подсвечивать другую. Например, красная ткань будет отражать свет с красным оттенком. Белая, глянцевая или зеркальная поверхность будут отражать свет источников света, которые на нее попадают, и так далее, будто рикошетом. Черные и особенно матовые темные поверхности практически не отражают свет. Поэтому кроме рассеянного небесного света и прямого солнечного света всегда будут присутствовать отражения других объектов, так называемый ambient light – свет окружения. Свет всегда путешествует по пространству и отражается от всего, на что попадает. На нашем шарике будет немного света, отраженного от стола. Я рисую его на отдельном слое в обычном режиме наложения тем же цветом, что и сам стол, но очень мягкими мазками полупрозрачно, так как кожа не настолько зеркальная, чтобы отражать чистый цвет стола. Их цвета должны немножко смешиваться друг с другом. Также для более яркого примера я поставила розовый лист рядом с шариком, чтобы показать цветное отражение.
На отдельном слое в обычном режиме наложения я рисую цветом самого листа, который взяла пипеткой. Опять же мягкими полупрозрачными мазками. Интенсивность отражения будет зависеть от глянцевости кожи и яркости отраженного света. Например, если в сцене темно, то и отражения будут слабыми. Если предмет темный и матовый, то также. Если же объект светится, как, например, лампа или магический огонь, то света он будет давать больше. Шаг 5. Прямой солнечный свет. В условиях естественного освещения на улице обычно есть два источника света. Свет неба и прямой солнечный свет. До этого момента мы рисовали вариант света, когда солнце закрыто тучами, и объект освещается только рассеянным светом от неба и туч. Но в таком случае все тона будут холодные и серые, как в пасмурный день. Если такова цель рисунка, то пропускаем этот шаг. Если же картинка должна быть теплой и солнечной, добавляем еще один источник света – солнце. Его цвет будет зависеть от времени суток, но я покажу самый стандартный вариант – почти белый, светло-желтый оттенок. Вы же можете экспериментировать с любыми сценариями. Кстати, вместо солнца можно добавить любой источник света по желанию – лампы любых цветов, лунный свет и так далее. Все зависит от выбранного сюжета и настроения в сцене. Создаем слой в режиме наложения линейный свет или линейный осветлитель. Оба они хороши в разных ситуациях, выбирайте более подходящий для вас. Не забываем про галочку в настройках слоя «Слой фигура прозрачности». Тут мне больше подойдет линейный осветлитель. Берем цвет, похожий на солнечный свет или любой другой, и начинаем рисовать там, где он попадает на объект. Я выбрала самый простой вариант – свет сверху. Практически всегда на теле будут присутствовать падающие тени от других объектов и даже от других частей тела, тень от головы, рук и так далее. И если на пути у солнечных лучей попадается какой-то объект, свет не будет передан на поверхность. Я покажу самый простой пример. Какой-то объект сверху перекрыл часть солнечного света и тем самым отбросил тень на сферу. Я вытираю ластиком солнечный свет там, где он не будет попадать на объект. Таким образом, мы получили грань между светом и затененными частями кожи. Шаг 6. Прозрачность кожи. При некоторых условиях и углах световых лучей на коже могут появляться границы между светом и тенью, подсвеченная оранжевым или красноватым ореолом. Это происходит тогда, когда на кожу под прямым углом попадают яркие лучи прямого солнца и проникают под кожу, как бы подсвечивая ее. Наиболее явный этот эффект на ушах и пальцах, но часто встречается и на теле и лице, на границе тени и света. Внимательно изучите, где лучи будут падать на поверхность кожи под углом 90 градусов, и на новом слое в режиме перекрытия подсветите эти области красным цветом. Стоит отметить, что этот эффект мы применяем только при ярком солнечном свете. Шаг 7. Блики и текстура кожи. Блики на коже, текстура пор, влажность – это по сути одно и то же, так как изображается это все с помощью отраженного света. Если кожа сухая и матовая, то бликов практически не будет. И чем больше влаги на коже, тем сильнее будет она бликовать и показывать свою неровность, поры и текстуру всех своих морщинок. Блики, созданные солнцем, будут располагаться на самых близких к солнцу поверхностях, и чем ближе, тем отчетливее. А блики, созданные небесным светом, будут располагаться только на поверхностях, обращенных к небу. Для текстуры кожи я использую несколько разных кистей, и всегда в разных соотношениях. Когда-то одну, а когда-то другую. Смотрю по ситуации и как реалистичнее. Очень важно не перебарщивать с текстурой кожи. Блики должны преобладать только в светлых местах и отсутствовать в тенях.
На затененном участке рисую тем же цветом, что и свет от неба. На освещенных солнцем участках рисую цветом солнечного света, как до этого. Режим наложения линейный осветлитель. На отдельных слоях добавляю и стираю лишнее. Тут уже как душе угодно. Я сначала добавляю общую, едва заметную текстуру, а потом уже более яркие блики в пиковых точках объекта, но ни в коем случае не в тенях. Если бы наш шарик был из влажной кожи, то можно было бы добавить блики и от стола и листа. Зависит от задумки. Все мои кисточки оставлю в описании под видео. Шаг 8. Дополнительные детали. Родинки, вены, румянец, шрамы, ссадины и так далее. Наличие этих отличительных черт зависит от вашей задумки и предпочтений, а также от части тела или лица, которую вы рисуете, так как кожа на этих участках может отличаться и иметь неравномерную прозрачность. Румянец я рисую на отдельном слое в режиме наложения перекрытия мягкой кистью. Оттенок может быть как холодный розовый, так и теплый красный или терракотовый. Выбираем по вкусу и регулируем насыщенность ластиком или прозрачностью слоя. Родинки могут быть как отдельными, так и веснушками. На новом слое в режиме наложения умножения коричневыми оттенками наносим родинки специальными кисточками с распылением или точечно по одной мягкой кистью. Важно чередовать их яркость и размер. Нанесли, вытерли лишнее и так далее. Вены рисуем мягкой кистью темно-зеленым, красным или фиолетовым оттенком, в зависимости от задумки, более интенсивно и выраженно или слегка, чтобы показать прозрачность кожи. Конечно, вены сами по себе не зеленые, но через желтоватую прозрачную кожу синий цвет выглядит именно зеленоватым. Также можно нарисовать более болезненные вены, если задумка предполагает. Опирайтесь только на свою фантазию и идею. Режим наложения обычный или линейный свет по ситуации. Очень важно использовать референс, если никогда не рисовали шрамы. Свежие или затянутые решать вам. Вокруг свежего шрама могут быть также ссадины красных, желтых и фиолетовых оттенков.
Старый заживший шрам может быть как едва заметным, чуть светлее кожи, или грубым, розовым, глянцевым. Такие рисуем сначала матовым розоватым оттенком, а блики добавляем тоненькой кисточкой сверху цветом источника света. Ссадины рисуем на отдельном слое текстурными или мягкими полупрозрачными кистями. Наносим пятна разных оттенков. Подглядываем на референсы и повторяем цвета. Темно-фиолетовые, желто-зеленые и так далее. Отдельно распылителями или текстурными кистями можно добавить немного мелких точек крови. Вот и все. Такой вот шарик у нас получился. В конце я решила еще добавить немного волосков и свечения, так как кожа немного отражает свет солнца и светится как будто ореолом. Надеюсь, видео было полезным, и дайте знать, если хотите еще видео на какую-то тему. Спасибо всем за просмотр и пока-пока.